Мы планируем обсудить меры, предпринимаемые органами государственной власти, правоохранительными структурами по недопущению террористических актов в местах массового скопления граждан. Подобных событиям, произошедшим не так давно в аэропорту Домодедово. Архиважная тема, на которой очень сложно ответить, потому что мы огромная страна, и у нас большое население. Те примеры, которые приводит там Монако, Израиль и так далее, они нам явно не подходят. Мы свидетели того, что в последнее время террористические акты проводятся, как правило, в местах, где много людей. Но, правда, я должен сразу оговориться, они какие-то странные для меня, по крайней мере. Каждый раз, проводя террористические акты, чтобы поменьше был нанесен ущерб. Это в метро, вы помните, взрывы происходили почему-то не в самой туннеле, где было бы огромное количество жертв, а на остановках. И здесь нынешний террористический акт, если бы он хоть на метр выше был бы, 2 раза было бы больше поражения, и взрыв произошел внизу. Но это дело не меняет, но то, что сейчас вот произошло в Домодедово, показало, что практически у нас нет системы, которая бы могла обеспечивать безопасность граждан, где сконцентрируется много людей. И есть очень серьезные, интересные предложения были. Оно называлось, мы 14 лет начинали заниматься им, как раз ассоциация поднимала этот вопрос. Безопасный район, безопасный город, безопасный регион и безопасная Россия называлось оно. Это использование системы видеонаблюдения, это техника, а также использование огромного потенциала наших людей, которые ушли в отставку или ушли на пенсию. Это и пожарные, это и медработники, это работники милиции, это работники спецслужб, которые на пенсии, и работа у них, и они хоть немного подрабатывали в каждом микрорайоне, чтобы они несли дежурство. Если кому-то плохо стало, чтобы они сразу в первую очередь принимали какие-то меры, врачи, и одновременно вызывали медслужбу. Потому что много людей умирает, схватил его, скоро медицинскую помощь быстро не оказали, они умирали. То же самое с пожарами, то же самое при совершении преступления. И нам нужно все-таки ту систему, которую опробирована есть во многих западных странах. У нас лучшие проекты предлагали, чем у них, но у нас такие слова отпилить, оторвать, откатить обратно. И решает этот вопрос несколько человек. Поэтому у нас и системы этой надежной нигде нет. Ну что у нас вот делает власть, когда происходит подобного рода чрезвычайные происшествия? И, естественно, идет усиление. Я сегодня, чтобы не опоздать, специально поехал на метро, не на машине сюда, и посмотрел, как сегодня ситуация в метро. Действительно усиленные наряды милиции ходят, молодые ребята, по 3 человека, все нормально, они обозначились, это есть. Но в одном из переходов стоит здоровенный детина, с большими буквами на спине написано «Охрана». Стоит там какой-то ящик технический, он на этот ящик облокотился и спит. Видимо, ночь была тяжелая. Вот уровень исполнительской дисциплины. И, к сожалению, так повсеместно. Поэтому создание системы – это процесс, который имеет начало, но он очень не скоро будет иметь конец. Нет техники, нет агентуры, нет. Министр иностранных дел Великобритании Милибенд 15 января 2009 года в газете британской, эта цитата есть в русском переводе, заявил, что объявление войны терроризму было ошибочным. Вначале вроде эмоционально это объединило нас, как он говорит, а впоследствии мы увидели, что противника, оказывается, нет, что противник, который рассматривался как международный терроризм, он между собой, у него много противоречий, и вроде бы как с ним нечего делать. И в качестве предложения он сказал, что нам надо в самих себе разобраться, в нашей цивилизации, и что и как.
правильно ли я поняла, что все меры безопасности без соответствующего финансового сопровождения, они будут неэффективны? А так как у нас бюджет сейчас, так сказать, нет профицита, чтобы выделить дополнительные средства, мы вот останемся на этом же уровне. И вот по поводу воспитания. Нужно ли уже какие-то, вот, я не знаю, беседы проводить с детьми, начиная с детского сада, вот, чтобы воспитывать как-то? Нужно. Именно с детского сада. Не подходи к чужим, не иди за чужим человеком. То есть ребенок должен знать, что делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Теперь, что касается затратности. Как правило, да, большая часть затратной. Но воспитание далеко не всегда затратное. Воспитание в семье, воспитание в школе – это процесс постоянный, перманентный, идущий. Воспитание в других местах. На это у нас, на этом участке работы у нас поставлен большой жирный крест. Достаточно давно. Почему, это уже другой вопрос, он к сегодняшней дискуссии не имеет отношения. Дополню свою коллегу. Ну, во-первых, если в бюджете нет денег, это ничего страшного. Возьмите тот же самый Домодедово и другие аэропорты возьмите. По-моему, они больше получают прибыли не от того, что самолеты летают, а от того, что они объявили финансовый террор во всем. Заехать туда, это, по-моему, час машина стоит 500 или 600 рублей. Возьмете там, покупаете вот эту воду, здесь, я не знаю, может, на 12 рублей, а там будет на 120 рублей стоить. Ну и так далее. У них машина, которая делает деньги. И эта машина для того, чтобы хотя бы сохранить свою собственность, должна иметь мощную систему обеспечения безопасности. Они не должны жалеть денег для того, чтобы самую современную технику купили, создали, подобрали людей, обучили, как в других странах это делается, у наших представителей спецслужб они научат ее, чтобы они обеспечили по всем периметрам, по всему вокзалу и на подходы соответствующую безопасность. И не должно государство, они в свой карман работают, а их еще государство будет выделять им деньги для того, чтобы они и безопасность обеспечили. А если у нас полиция или милиция, которая там будет, она будет определенно четко ее обязана, они будут выполнять свои функции. Это по этому вопросу. Второе. Лет, по-моему, 8-9 назад я в Ростове, еще тогда будучи помощником президента Российской Федерации, по согласованию с президентом Путиным проводил в рамках Южного федерального округа конференцию, межрегиональную конференцию, она называлась «Роль государства в педагогической профилактике терроризма, экстремизма и наркомании». Значит, были приглашены туда педагоги, не только с Южного федерального округа, с России известные педагоги, и руководители образования из различных регионов страны. Обсуждали мы эту программу, получили поддержку широчайшую всех и вся, и мы говорили, что ребенка надо воспитывать с детского сада, с невосприятием терроризма, экстремизма, наркомании, что доступным детям языком, не нашим казенным языком, протокольным, а доступным, вот примерно как они разговаривают между собой, с учетом специфики каждого региона, свои традиции, обычаи, там, национальные традиции, с учетом каждого, подготовить учебники, факультативно на первом этапе, в рамках граждановедения, проводить занятия с ними, что объясняя, что террорист – это враг твоих родителей, твоей семьи, твоей улицы, твоих родных и близких. Он хочет взорвать, он хочет подорвать, он несет горе. Наркомания – это вас будут втягивать в наркоманию, чтобы иметь там прибыли и толкать на преступление, ну и так далее. Вот по всем трем важнейшим для нас направлениям. Было совершенно великолепно. Значит, президент страны одобрил, значит, написал серьезную резолюцию. А в то время это был период, когда альтернативный источник образования можно было делать. Это коррупционеры от образования придумали такую систему, что каждый свое мнение о истории России, географии и так далее может преподносить. И огромное количество учебников входило. Война шла за выпуск книжной продукции. Нам сказали, что нет денег для того, чтобы выпустить эти учебники и чтобы образовать. То есть похерили. Я позавчера встречался с Владимиром Владимировичем, обсуждали мы следующую ситуацию.
Я напомнил это, он попросил, чтобы мы вновь вернулись к этому вопросу и готовили, и мы будем готовить соответствующие пособия для того, чтобы заниматься педагогической и вообще и семейной профилактикой в отношении этих трех злобных явлений.